Глава 1196. Искусство ваджры и имперский эликсир. Хань Ли запнулся, услышав это. В его глазах мелькнуло недоумение, и он не мог понять, почему бесконечный небесный зверь говорил это. Это искусство культивации имеет буддийские корни, но его используют в мире духов. Оно даже более популярно, чем базовое искусство культивации 5 элементов, используемое культиваторами стадии уплотнения ци, объяснил маленький ребенок. Все используют это искусство культивации. Неужели ты имеешь в виду? Хань Ли начал читать между строк, и на его лице появилось удивление. Это буддийское искусство культивации может использоваться даже смертными в мире духов, у которых нет духовных корней. Если смертный достигнет 3-го уровня или выше в этом искусстве культивации, тогда он получит какое-то специальное оружие и даже сможет сражаться с низкоранговыми культиваторами и демоническими зверьми. Если они смогут достичь 5-го уровня или выше, хе-хе, даже среднеранговые культиваторы и демонические звери не посмеют связываться с ними без всякой на то веской причины, холодно сказал маленький ребенок. Хань Ли был ошеломлен услышанным и лишь спустя долгое время недоверчиво ответил: «Ты, должно быть, шутишь, господин даосист бесконечный небесный зверь. Ты говоришь, что смертные могут сражаться с нами, культиваторами. Хе-хе, ты еще не вознесся в мир духов, поэтому мне нет смысла рассказывать тебе об этом слишком много, но я бы не стал врать тебе. В мире духов одна из чрезвычайно важных сил — это человеческая раса. Кроме того, среди смертных были некоторые исключительно интеллектуально одаренные личности, кто изучал некоторые базовые искусства культивации, используемые культиваторами и демоническими зверьми, и сумели найти способы усовершенствовать свои собственные тела, используя духовную ци из окружающей среды без необходимости полагаться на духовные корни. В конце концов, им удалось разработать уникальный набор принципов культивации. Среди смертных есть даже некоторые особенно выдающиеся воины, которые убивали высокоранговых культиваторов и демонических зверей. Это нечто необычное даже в мире духов. Искусство культивации, о котором я говорю, известно как искусство ваджры, и это одно из искусств культивации, наиболее часто используемых среди смертных. Несмотря на это, несомненно, смертные по-прежнему не могут сравниться с культиваторами. В конце концов, подавляющее большинство искусств культивации и сокровищ для них все еще непригодны, нахмурившись, парировал Хань Ли. Конечно. Смертные в конце концов все еще остаются смертными, и независимо от того, насколько сильными они становятся без духовных корней, они все еще не способны следовать великому Даа. Их продолжительность жизни достигает всего 100 лет, и даже если они могут получить какие-то сокровища или лекарства, которые могут продлить их жизнь, это даст им максимум на 100 лет больше, это их максимальный предел. Однако в мире духов возможно получение духовных корней после рождения. Святой владыка Небесный Юань был когда-то чрезвычайно выдающимся и известным смертным. Благодаря чудесной возможности он смог обрести духовные корни и стать культиватором, и в плане силы и способностей он не уступает культиваторам. Выражение лица маленького ребенка стало довольно торжественным, когда он говорил это. Хань Ли погладил себя по подбородку, не зная, что сказать. Не думай об этом слишком много. Смертные в мире духов способны достичь всего этого только благодаря тому факту, что плотность духовной ци в мире духов намного превосходит плотность в более низких мирах. Мир людей давно перенес дьявольскую скорбь, и плотность духовной ци здесь намного ниже, чем в других более низких мирах. Даже если бы смертные смогли получить искусство культивации из мира духов, о котором я упоминал, они не смогли бы поглощать первородную мирскую ци своими телами, поэтому они не смогут культивировать его, объяснил маленький ребенок. Другие низшие миры. Это значит, что существуют более низкие миры, чем мир людей? Полюбопытствовал Хань Ли. На лице ребенка появилось своеобразное выражение, и он сказал: «Конечно. Существуют сотни, если не более 1000 нижних миров под нашим миром духов. Все самые исключительные культиваторы из этих низших миров входили в мир духов, но за последние годы из мира людей почти никого не появлялось. Однако пришло много культиваторов из других низших миров, которые не были захвачены высшими демонами. Я решил отправить свой аватар в мир людей, во-первых, потому что духовная ци здесь очень скудная, что затрудняет культивацию моего аватара, и мне легче избежать моей великой скорби. Во-вторых, этот мир, в котором доминирует человеческая раса, поэтому никто не заподозрит, что я мог отправить сюда свой аватар. В противном случае, если бы мои враги выучили мой резервный план и уничтожили мой аватар, все мои усилия были бы напрасны». Хань Ли снова потерял дар речи. Он всегда думал, что мир людей уникален, поэтому мир духов приложил усилия для развертывания культиваторов в мире людей для борьбы с вторжением высшим демонов. Однако, услышав слова бесконечного небесного зверя, стало ясно, что за этим решением стояли и другие факторы. Ладно, хватит о мире духов. Тебе сейчас не стоит слишком много о нем узнавать. Давай сначала поговорим об искусстве ваджра. Это искусство культивации может использоваться даже смертными без духовных корней, но в мире духов оно также известно как искусство, которое чрезвычайно трудно культивировать.
Очень немногие люди могут достичь третьего уровня, не говоря уже о пятом уровне. Большинство смертных в мире духов достигли только первого уровня, что несколько улучшило их тело, но эффекты не очень значительным. Достижение второго уровня искусства культивации требует очищения костного мозга, что является мучительным процессом, которому не могут противостоять многие люди. Однако в мире духов есть много смертных, кто достиг второго уровня, став таким же могущественным, как низкоранговый демонический зверь, поскольку всегда найдутся те, кто и способен выдержать болезненный процесс. Я никогда не слышал о твоем искусстве высшего нефрита, но уверен, что эти искусства связаны между собой. В конце концов, есть только несколько буддийских искусств культивации, и это, скорее всего, единственное из тех искусств культивации, которые можно использовать в человеческом мире. Маленький ребенок был очень уверен в своем суждении. Хань Ли также чувствовал, что это очень похоже на правду, и он кивнул, сказав: «Возможно, это правда». Мне действительно было довольно трудно культивировать искусство яркого нефрита. Дай мне эту нефритовую пластинку, а я дам тебе копию искусства ваджры, чтобы ты мог изучить его. Если это тоже искусство культивации, что и искусство яркого нефрита, то это не принесет тебе большой пользы, но если это оно другое, ты можешь выбрать одно из них для культивации. Маленький ребенок вдруг стал очень щедрым. Хе-хе, тогда мне придется заранее поблагодарить тебя, господин даосист бесконечный небесный зверь. Хань Ли определенно не собирался отказываться от такого заманчивого предложения. Легкая улыбка появилась на его лице, и он перевернул руку, бросив нефритовую пластинку маленькому ребенку. Бесконечный небесный зверь поймал ее и медленно закрыл глаза, чтобы воспроизвести искусство культивации. Улыбка на лице Хань Ли исчезла, и он невольно нахмурился, вспоминая медную пластину и искусство культивации на ней. Это были не что иное, как пластина священного происхождения, а также небесное дьявольское искусство, которое он получил от Мэна Худзе. Ничего нельзя было сказать о пластине священного происхождения. Он уже был уверен, что это искусство культивации демонических зверей и искусство яркого нефрита пришли из мира высших демонов. Кроме того, они были, соответственно, искусством культивации, необходимым для раскрытия техники и обязательным базовым искусством культивации тела. К сожалению, не хватало части техники, и из-за этого него было невозможно адаптировать для культивации людьми. Получив небесное дьявольское искусство от Мэна Худзе, он мельком взглянул на него и удостоверился, что это искусство культивации было тем недостающим звеном. Он не знал, как это стало высокоранговым искусством, но это не имело значения. Важно было то, что он каким-то образом собрал полный набор техник культивации. Более того, тот факт, что трансформация 9 ураганов, которую хотел культивировать Хань Ли, требовала прогресса в искусстве яркого нефрита, в результате чего он почувствовал, что в этом был какой-то глубинный смысл, заставляющий его культивировать пластину священного происхождения. В голове Хань Ли промелькнула череда мыслей, и примерно через 10 минут маленький ребенок, сидящий на котле, внезапно открыл глаза и во вспышке желтого света отправил Хань Ли нефритовую пластинку. Хань Ли тут же поднял рукав, поймав желтый свет. «Искусство культивации записано там, взгляни на него», — спокойным голосом сказал ребенок. Хань Ли кивнул и сразу же погрузил свое духовное чутье в пластинку, исследуя искусство культивации внутри нее. Через некоторое время Хань Ли слегка вздохнул и вынул свое духовное чутье. Выражение лица маленького ребенка не изменилось, и он равнодушно спросил: «Это то же самое, что и твое искусство высшего нефрита?» Хань Ли, немного помолчав, ответил: «Да, в искусстве ваджры есть некоторые дополнительные техники поглощения ци, но все остальное полностью идентично». Маленький ребенок, казалось, ожидал этого результата и взмахнул в направлении старой книги со словами: «Все решено, если ты хочешь культивировать трансформацию 9 ураганов, сначала тебе придется перейти на 3-й уровень искусства яркого нефрита. За это время я адаптирую трансформацию 9 ураганов. Грозовые крылья — это всего лишь пара сокровищ, а не настоящие крылья, в конце концов, поэтому в искусстве культивации потребуются некоторые изменения. Не забывай, что после этого ты пообещал одолжить мне золотой нефритовый том». Хань Ли улыбнулся и указал на 3 сокровища перед ним, сказав: «Успокойся, господин даосист бесконечного неба, я никогда не забираю свои слова назад. Прежде чем мы начнем, ты не собираешься больше употреблять этого имперского эликсира». Маленький ребенок взглянул на сокровища, а затем покачал головой. Имперский эликсир — действительно фантастическое лекарство. Он может помочь демоническим животным развить интеллект, и он крайне важен для демонических зверей, проходящих через метаморфозу для обретения человеческой формы. Для людей, практикующих культивирование, употребление имперского эликсира также может расширить меридианы и значительно улучшить организм. Однако не рекомендуется употреблять слишком много, и его нельзя хранить больше месяца, поэтому в настоящее время для меня он бесполезен. Поскольку ты планируешь культивировать искусство яркого нефрита, и он будет весьма полезно для тебя. Раз так, то я возьму его себе. Улыбнувшись, Хань Ли взмахнул рукавом, после чего чаша и нефритовый флакон исчезли, оставив на земле только тыкву. Затем он сделал печать заклинания,
и в его глазах замерцал слабый свет. Внезапно серебряный свет вспыхнул у одной из стен секретной комнаты, и из воздуха появился еще один Хань Ли. Как только этот Хань Ли появился в секретной комнате, он немедленно сымитировал хватательное движение к тыкве, лежащей на земле. Сокровище мгновенно притянулось к нему, и во вспышке серебряного света Хань Ли исчез в стене. На лице маленького ребенка появился след удивления, но он ничего не сказал. Вместо этого он просто прижал кулак к груди в знак прощания, а затем исчез в котле. Хань Ли взглянул на нефритовую пластинку в своей руке, а затем соединил ладони, и она тут же исчезла. Затем он медленно закрыл глаза и начал медитировать в сидячем положении. Почти в тот же момент из главного пика, на котором находилась пещерная резиденция Хань Ли, вылетела полоска серебряного света. После нескольких вспышек серебряная полоска света исчезла в запретной зоне секты дрейфующих облаков. Вскоре после этого полоска серебряного света снова вылетела из запретной зоны и вернулась к объединенным вершинам. Хань Ли продолжал оставаться в секретной комнате, но в течение этого времени из его пещерной резиденции то и дело вылетала полоска серебряного света, исчезая вдали. Однако полоска серебряного света всегда возвращалась к объединенным пикам с интервалами от нескольких дней до месяца, и никто не знал, что это было. В мгновение ока пролетели 2 года. Глава 1197. Грандиозное бракосочетание. В мире культивации небесного южного региона снова переполох. Некоторые из старейшин стадии зарождающейся души из главных сект культивации снова неожиданно получили приглашение от секты дрейфующих облаков. В этот раз их пригласили принять участие в официальной церемонии парной культивации между культиватором номер 1 небесного южного региона, Хань Ли, и культиваторшей зарождающейся души, Наньгун Ван, которая была вне поля зрения общественности много времени. Кроме тех, кто уже знал об отношениях Хань Ли с Наньгун Ван, все остальные культиваторы, получившие приглашение, были крайне удивлены. Однако с нынешней репутацией Хань Ли никто не осмелился отклонить его приглашение. 3 других великих культиваторов небесного южного региона не смогли лично присутствовать из-за того, что все они были в уединении, но они послали своих учеников передать драгоценные поздравительные подарки. Стоит сказать, что за несколько дней, предшествовавших началу церемонии, все небо над горами мечтательных облаков окутано чрезвычайно ярким пятицветным светом. Сложные световые ограничения мелькали над горами, и под влиянием этого все растения на всех горных хребтах зацвели пышным цветом, благодаря чему горы мечтательных облаков выглядели как эфирный сад. 3 секты в горах мечтательных облаков, а также некоторые близлежащие меньшие секты, которые пытались подлизываться к Хань Ли, неустанно работали над подготовкой к этой церемонии, делая ее еще более грандиозным и более ярким событием, чем церемония празднования становления Хань Ли великим культиватором. Помимо культиваторов основных сект, которые получили приглашение от секты дрейфующих облаков, некоторые культиваторы из других небольших сект, а также многие известные бродячие культиваторы посетили церемонию, предлагая свои собственные подарки. В течение нескольких дней, когда проводилась церемония, около 6000 культиваторов за пределами гор мечтательных облаков стекались в секту, большинство из которых были высокоранговыми культиваторами. Это была самая зрелищная церемония, проводимая в небесном южном регионе за последние 1000 лет. Однако это не было неожиданностью. Когда Хань Ли стал великим культиватором, многие люди присутствовали на праздничной церемонии, чтобы поздравить его, но у большинства из них в сердцах возникали сомнения в подлинности его притязаний. Кроме того, в небесном южном регионе было еще 3 великих культиваторов. Однако после спарринг-матча, проведенного во время этой праздничной церемонии, Хань Ли хорошо и по-настоящему закрепился как великий культиватор небесного южного региона. Говорили, что Хань Ли мог столкнуться с 2 великими культиваторами одновременно и с легкостью одержал над ними верх, и это было довольно мучительное осознание для всех сект в небесном южном регионе. Это указывало на то, что если бы Хань Ли не должен был беспокоиться о своей собственной секте, он уже был достаточно силен сам по себе, чтобы уничтожить любую секту культивации во всем регионе. Ни одна секта в небесном южном регионе не имела более 2 великих культиваторов в своих рядах, поэтому во всем регионе не было силы, которая могла бы противостоять Хань Ли. Таким образом, независимо от того, были ли эти секты в прошлом связаны с сектой дрейфующих облаков или нет, все они отправляли людей на церемонию в попытке установить лучшие отношения с сектой Хань Ли. Что касается высокоранговых бродячих культиваторов, они хотели познакомиться с этим культиватором номер 1 в небесном южном регионе в надежде, что Хань Ли будет достаточно любезен, чтобы предложить им некоторое руководство в их культивации. Вот почему бесчисленное количество культиваторов стекалось на церемонию из-за пределов гор мечтательных облаков, что сделало ее настоящей церемонией навека. Хань Ли и Наньгун Ван не появлялись на церемонии очень долго.
Они вдвоем обратились с благодарностью ко всем культиваторам, собравшимся на церемонии, а затем обменялись чашками вина между женихом и невестой, покинули саму церемонию. Все остальное после этого, очевидно, было оставлено на Люло, и он оказался на высоте. Хотя 2 звезд шоу не было, он все же смог сделать остальную часть церемонии чрезвычайно оживленной и шумной. Церемония длилась в общей сложности 3-4 дня, прежде чем, наконец, подошла к концу. Большинство культиваторов, прибывшие поздравить молодоженов, начали расходиться, но среди них было несколько человек, которые решили задержаться. Хань Ли и Наньгун Ван в белом халате стояли бок о бок на вершине главной вершины объединенных вершин. Никто из них не говорил ни слова, но их молчание было более значимым, чем 1000 слов. Через некоторое время Наньгун Ван убрала прядь волос за ухо и повернулась к Хань Ли с яркой улыбкой на лице. Похоже, что каждое облако действительно имеет серебряную прослойку. Благодаря культивации молодой небесной луны я наконец-то смогла продвинуться до средней стадии зарождающейся души. Конечно, я должна поблагодарить и тебя за помощь. Имперский эликсир то, что передал мне, сэкономил мне, по крайней мере, 10 лет напряженной культивации. Без этого я все еще могла бы оказаться в ловушке этой печати. Говоря о прогрессе, я очень удивлена, что ты смог достичь поздней стадии зарождающейся души так быстро. С твоими текущими способностями ты будешь непобедим в человеческом мире, если не встретишь тех немногих старых монстров стадии божественной трансформации, верно? Непобедим. Я бы не осмелился это сказать. Возможно, в человеческом мире существует еще один культиватор зарождающейся души, который стоит выше меня. Хань Ли скромно улыбнулся в ответ. Хи-хи, я не верю в это. Что меня удивило, так это то, насколько коварным была эта проклятая печать души. Я думала, что сила демонического ядра древней огненной жабы сможет снять это проклятие, но кто бы мог подумать, что в моем теле все это время лежало несколько дополнительных ограничений. Слава богу, что настоящая техника снятия проклятия была использована вовремя. В противном случае у меня были бы большие проблемы, глаза Наньгун Ван мерцали соблазнительным светом. Хань Ли повернулся к ней с улыбкой и ответил: «Этот массивный груз, наконец, снят с моих плеч. Похоже, мое путешествие в Великий Цзинь стоило того. Теперь ты должна принять таблетку культивации зарождающейся души, которую я дал тебе. С помощью этой таблетки, возможно, ты также сможешь перейти на позднюю стадию зарождающейся души. Неужели эта таблетка настолько чудесна? Она может даже помочь в прорыве к поздней стадии зарождающейся души». Наньгун Ван, казалось, была настроена немного скептическим. Хе-хе, много культиваторов на средней стадии в Великом Цзине погибло за эту таблетку. Думаешь, они бы стали отдавать свою жизнь за обман? Усмехнувшись, ответил Хань Ли. Хорошо, тогда после того, как я укреплю свою базу культивации на средней стадии, я приму таблетку и попытаюсь сделать еще один прорыв, улыбнулась Наньгун Ван с ярким светом в глазах. Хань Ли посмотрел на изящные черты своей компаньонки Да, вспоминая близость, которой они делились в течение последних нескольких дней, и внезапно в его животе вспыхнул палящий импульс. Как только он собирался что-то сказать, выражение его лица внезапно изменилось, он повернулся и посмотрел вдаль. Наньгун Ван слегка запнулась, а затем перевела свой взгляд туда же. Несколько мгновений спустя полоска белого света преодолела ограничения вдалеке и полетела прямо к Хань Ли и его жене. Глаза Хань Ли вспыхнули от удивления, по-видимому, уже выяснив, кем был их посетитель. Полоска белого света закружила в небе, а затем спустилась на землю. Затем свет отступил, открывая великолепную женщину. Это была Мупейлин. Мупейлин отдает дань свое почтение моему господину и старшей боевой сестре Наньгун. Мупейлин уважительно приветствовал их обоих. Младшая боевая сестра Пейлин, почему ты прибыла сюда из секты в такой спешке, хотя церемония уже закончилась? Неужели произошло что-то, о чем не смог позаботиться старший боевой брат Лю, поэтому он просит нашей помощи? Спросила Наньгун Ван. Старшая сестра Наньгун, часть гостей все еще не покинула секту после завершения церемонии. Все они заявляют, что знакомы с моим господином и хотят его видеть. Старший боевой брат Лю не был уверен в том, что мой господин захочет их увидеть, поэтому он отправил меня сюда в качестве посланника. Если мой господин не хочет их видеть, он попросит их уйти, объяснила Мупейлин. Твои знакомые. Неужели это какая-то группа прекрасных женщин? Наньгун Ван взглянула на Хань Ли с удивленной улыбкой на лице. Мупейлин мельком взглянула на Хань Ли, а потом прикусила нижнюю губу и кивнула. Верно, старшая сестра Наньгун, все гости – женщины. Похоже, твои бывшие любовницы пришли искать тебя. Наньгун Ван закатила глаза на Хань Ли. Бывшие любовницы? Кхе-кхе, пожалуйста, не шути так, Ваньер. Пейлин, ты спрашивала имена у этих гостей.
Хань Ли смущенно откашлялся, а затем с любопытным взглядом повернулся к Му Пейлин. Да. Одна из них из секты духовного призрака по фамилии Ян, и ее сопровождают двое старейшины секты духовного призрака. Двое других — женщина из секты контроля над призраками по имени Хан Юнчжи и Дун Сюаньер из секты гармоничной связи, ответила Му Пейлин. Они? Хань Ли слегка запнулся, услышав это. Нангун Ван подняла бровь, усмехнувшись. Похоже, они действительно твои знакомые. Ты должен пойти и встретиться с ними, было бы грубо заставлять их ждать слишком долго. Хань Ли остановился на мгновение, а затем кивнул со словами: «Я был знаком с ними задолго до того, как я достиг стадии зарождающейся души, и я не возражаю против их встречи. Пусть пока они ждут меня в двух разных гостевых павильонах, и я буду встречаться с ними отдельно». «Да. Мне пора», — Му Пейлин почтительно поклонилась, а затем улетела вдаль в виде полоски белого света. Тем временем Хань Ли посмотрел на ее удаляющуюся и слегка нахмурился. Нангун Ван заметил это незначительное изменение в выражении лица Хань Ли, и она улыбнулась, спросив: «Почему такое лицо? Ты недоволен младшей сестрой Пейлин?» Хань Ли сжал руки за спиной, покачал головой и сказал: «Нет, просто я не совсем понимаю, почему ты решил принять ее как свою сестру. Я изначально намеревался, чтобы она стала твоей ученицей. Что плохого в том, чтобы Пейлин была сестрой? Я хочу следовать великому Да только с тобой, поэтому я не заинтересован в том, чтобы брать с собой учеников. Кроме того, ее прошлое похоже на мое, и она мне очень нравится. Вместо того, чтобы поставить ее в неловкое положение моей ученицы, я подумала, что было бы гораздо лучше сделать ее моей сестрой. Таким образом, независимо от того, хочешь ли ты сделать ее своей наложницей или ученицей в будущем, никто не сможет что-то плохое сказать об этом», — тепло объяснила Нангун Ван. «Тогда сделаем так, как ты сказала». «Сейчас мне пора», — небрежно ответил Хань Ли. «Возвращайся поскорее, я буду ждать тебя в моей пещерной резиденции», — сказала Нангун Ван с легкой улыбкой на лице. Услышав это, на лице Хань Ли появилась кривая улыбка. «Ваньер, молодая небесная луна, которую ты культивируешь, весьма интересна тем, что для ее культивации требуется сила иньской луны. В этом случае необходимо будет создать специальную формацию, чтобы собрать эту силу. Однако сила иньской луны очень вредна для других культиваторов, поэтому никто не может культивировать рядом с тобой. Жаль, что из-за этого я не могу культивировать в той же резиденции, что и ты. В то время я была увлечена силой этого искусства культивации, и я не ожидала, что это будет так хлопотно», — ответила Нангун Ван с извиняющимся выражением. «Я просто немного разочарован, но, к счастью, мы должны быть отделены друг от друга, только когда мы культивируем. Кроме того, наши резиденции действительно очень близко расположены, так что мы можем быть вместе, когда не культивируем. Хорошо, мне нужно идти и развлекать моих гостей сейчас. Я скоро вернусь», — Хань Ли произнес несколько слов утешения, прежде чем улетел от главной вершины в виде полоски лазурного света. Глава 1198. Бусина сбора духовной ци. Му Пейлин стояла возле одной из дюжин гостевых павильонов в секте дрейфующих облаков, время от времени поглядывая в небо. Внезапно вдалеке вспыхнул лазурный свет и приблизился к павильону в мгновение ока. Как только Хань Ли появился перед павильоном, Му Пейлин подошла к нему и прошептала: «Выражаю свое почтение, мой господин». Культиваторы секты духовного призрака в настоящее время отдыхают в этом павильоне, а две другие женщины в этом здании — там. Хань Ли посмотрел на павильон позади Му Пейлин, а затем на другое соседнее здание и спокойно кивнул, сказав: «Хорошо, можешь быть свободна». Му Пейлин почтительно поклонилась и метнулась прочь в виде полоски белого света. Тело Хань Ли качнулось, и он появился у входа в павильон. Он пронесся своим духовным чутьем внутри здания и неторопливо вошел внутрь. В холле на первом этаже павильона сидели двое мужчина и женщина, что-то обсуждая. Один из них был худощавым мужчиной в желтой одежде, а другой был пожилым человеком с необычайно бледными чертами лица. Женщине было лет 20, и она была очень красива. Это была Ян, их коллега-женщины была красивая молодая женщина, которой было около 20 лет, а она была никем иным, как Янь Янер. Все трое были вовлечены в жаркую дискуссию, и срочность в их глазах была совершенно очевидна. Когда Хань Ли вошел в зал, они сразу же повернулись к нему. Затем они поднялись на ноги с выражением удивления и восторга, чтобы приветствовать Хань Ли. Прежде чем они успели что-то сказать, Хань Ли внезапно появился на деревянном стуле напротив них. Он махнул небрежной рукой и сказал: «Нет необходимости в формальностях, господа даосисты. Присаживайтесь». Никто из троих не заметил, как Хань Ли подошел к ним так быстро. При виде этого сердце старика дрогнуло, но он быстро улыбнулся и кивнул в ответ. Таким образом, все трое снова сели.
Хань Ли осмотрел молодую женщину, которая стала еще красивее с момента их последней встречи, и на его лице появилась улыбка. Он сказал: «Давно не виделись, фея Янь, ты наконец достиг стадии зарождающейся души. Теперь я могу относиться к тебе как к равной». Эта женщина была культиваторшей номер 1 среди молодого поколения в государстве Юэ. Она также успешно достигла стадии зарождающейся души. «Спасибо за твои добрые слова, господин даосист Хань. Я лишь недавно достигла стадии зарождающейся души, а ты уже культиватор номер 1 в небесном южном регионе. Разве я могу сравниться с тобой? Я пришла просить тебя о помощи, брат Хань». Янь Янер пристально смотрела на Хань Ли, и в его красивых глазах-чертах появилось сложное выражение. Хань Ли улыбнулся, но не ответил. Он бросил взгляд на двух других старейшин секты Духовного Призрака, и его взгляд остановился на лице пожилого человека. «Этот господин даосист — старейшина Джун, верно? Я помню, как однажды видел тебя вдалеке в долине падения демонов. Не думал, что брат Хань все еще помнит кого-то вроде меня». Я весьма польщен. Услышав это, пожилой мужчина смущенно усмехнулся. Секта Духовного Призрака, похоже, сейчас находится в очень опасной ситуации. Вы все являетесь важными фигурами в секте, так почему вы проделали весь этот путь, чтобы встретиться со мной, а не остались в государстве Юэ защищать свою секту? Хань Ли перешел сразу к делу. Увидев прямолинейность Хань Ли, Янь Яньер и другие переглянулись между собой в нерешительности, не зная, как поступить. Хань Ли слегка нахмурился, и на его лице появился след недовольства. Естественно, изменение в лице Хань Ли не ускользнуло от внимания троих культиваторов. Сердца мужчин дрогнули, и те повернулись к Янь Яньер. Янь Яньер, немного помешков, нарушила напряженное молчание. «Господин даосист Хань, мы пришли сюда попросить помощи у вашей секты, нет, у тебя самого. Мы надеемся, что ты сможешь помочь нашей секте Духовного Призрака в это кризисное время. В противном случае наша секта, скорее всего, прекратит свое существование в ближайшем будущем. Ты хочешь, чтобы я помог вам?» Хань Ли с насмешкой вскинул брови. «Я знаю, что наша секта обижала тебя в прошлом, брат Хань, но мастер секты Ван единолично ответственен за тот инцидент, и он давно скончался в долине падения демонов. Семья Ван больше не управляет сектой Духовного Призрака», поспешно объяснил человек в желтой одежде. «Вот как. Я слышал, что Ван Чан все еще процветает в вашей секте, верно?» Равнодушно спросил Хань Ли. Пожилой человек и Янь Яньер изменились в лице от услышанного. Человек в желтой одежде был также весьма удивлен, что Хань Ли знал об этом, но он смог ответить, сохраняя улыбку на лице: «Будь уверен, брат Хань. Боевой племянник Ван Чан совершил огромную ошибку много лет назад, поэтому он был принудительно лишён титула старейшины. В настоящее время он содержится в пещере раскаяния нашей секты, раскаиваясь в своих ошибках. Его оттуда не освободят в ближайшие 100 лет минимум. Раскаивается в своих ошибках. Кажется, я не видел тебя раньше, но ты похож на фею Янь. Могу я узнать твое имя, господин даосист?» Хань Ли был немного удивлен его словам, но он посмотрел сначала на Янь Яньер, а затем снова на человека в желтой одежде, и у него в голове мелькнула странная мысль, вызвавшая легкую улыбку на лице. Человек в желтой одежде немного помешкал, а затем ответил честно: «Ты действительно очень наблюдателен, брат Хань. Я тоже из семьи Янь, я один из дяди Яньер». Янь Яньер кивнула, подтверждая это. Хань Ли погладил себя по подбородку и спросил: «А, значит, в семье Янь 2 культиватора зарождающейся души. В таком случае, в настоящее время семья Янь управляет сектой Духовного Призрака, верно?» Человек в желтой одежде взглянул на старейшину Джуна и нерешительно ответил: «Хе-хе, не совсем так, но этот долг выпал на нашу семью Янь только по настоянию старшего боевого брата Джуна. Старший боевой брат Ван и другие были явно не способны управлять сектой, поэтому вполне естественно, что семья Янь должна была взять правление в свои руки», сказал пожилой мужчина с кривой улыбкой. «А вот как», — рассеянно сказал Хань Ли и замолчал, погрузившись в созерцание. Трое культиваторов из секты Духовного Призрака не смели торопить Хань Ли, поэтому сидели в тишине. Янь Яньер, похоже, тоже что-то обдумывала, в то время как двое мужчин чувствовали себя крайне неловко. Хань Ли в настоящее время был культиватором номер 1 в небесном южном регионе, и у него когда-то была вендетта с сектой Духовного Призрака. С тех пор обстоятельства изменились, поэтому очень маловероятно, что Хань Ли будет мстить им, но они определенно солгут, если скажут, что их ничуть не беспокоит поведение Хань Ли. Если бы не тот факт, что секта Духовного Призрака не оказалась в чрезвычайной ситуации, они бы не набрались смелости посетить секту дрейфующих облаков. Единственный человек во всем небесном южном регионе, способный спасти их, был Хань Ли.
Их враги также с осторожностью относились к другим великим культиваторам, но в небесном южном регионе не было никого более могущественного и пугающего, чем Хань Ли. Даже если бы не события в прошлом, с чего вы решили, что я стану помогать вашей секте духовного призрака? Холодным голосом спросил Хань Ли. Услышав это, Янь Яньер немедленно повернулась к Хань Ли, в то время как двое мужчин с ней были в восторге. Все трое услышали намек на благоприятный для них поворот событий в голосе Хань Ли. Человек в желтой одежде глубоко вздохнул и ответил: «Брат Хань, если ты захочешь помочь нашей секте, наша секта духовного призрака покинет государство Юэ и оставит его другим сектам. Все, что мы хотим сейчас, это обеспечить выживание нашей секты. В обмен на твою помощь мы принесли несколько подарков. Мы надеемся, что они будут тебе интересны, брат Хань». Затем он похлопал по сумке для хранения, и изнутри вспыхнул белый свет. Духовный свет пронесся к столу перед ним, и на столе появилось 3 предмета. Хань Ли с равнодушным выражением взглянул на 3 предмета перед собой и обнаружил, что это были малиновый браслет, фарфоровый флакон и зеленая деревянная коробка. Хань Ли поднял руку и сымитировал хватательное движение, от которого 3 предмета взлетели в воздух и оказались в его руках. В этот момент раздался голос Янь Яньер. В фарфоровом флаконе священное лекарство нашей секты, таблетка кровавого лимба. Единственный эффект таблетки — с ее помощью можно заменить потерянные конечности. Даже если конечность полностью расчленена, идентичную можно восстановить, просто приняв эту таблетку. Из-за того, что лекарственные ингредиенты для этих таблеток чрезвычайно трудно найти, у нашей секты всего лишь около дюжины этих таблеток, и 3 из них находятся в этом флаконе. Красный браслет — менее известное дьявольское сокровище, доставшееся нам от прошлых лидеров нашей секты. Однако сокровище было изъято старейшиной Чуном после того, как мастер секты Ван погиб в долине падения демонов. Это дьявольское сокровище уникально тем, что, хотя оно и не может напрямую атаковать врага, ты можешь выращивать в браслете такие вещи, как иньских духов и кровавых призраков. Эти существа очень быстро становятся чрезвычайно с помощью кровавой ци, поглощенной этим браслетом, а затем их можно высвободить для помощи в бою. Однако в этой деревянной коробке самый ценный из 3 сокровищ. В этот момент Янь Яньер остановилась и посмотрела на Хань Ли с особым блеском в глазах. Однако выражение лица Хань Ли оставалось совершенно неизменным, словно он совершенно не был заинтересован в 2 сокровищах перед ним. Янь Яньер слегка вздохнула, но со спокойным выражением продолжила: «Я слышала, что ты используешь искусство культивации древесного элемента, брат Хань. Предметом в этой коробке является легендарная бусина древесной духовной ци, одна из 5 элементных бусин сбора духовной ци». Услышав это, Хань Ли изменился в лице, воскликнув: «Бусина сбора духовной ци. Ты имеешь в виду сокровища, которые поглощают определенный тип 5-элементной духовной ци, а также отталкивают другие типы духовной ци?» Верно. Бусина сбора духовной ци очень похожа на базовую формацию сбора духовной ци, и оба они служат одной цели. Однако я верю, что брат Хань осознает различия в их эффективности, поэтому я не стану вдаваться в подробности об этом предмете. Что касается того, можно ли этот предмет сравнить с духовным колодцем, то могу сказать следующее: если искусство культивации, которое ты используешь, того же элемента, что и бусина сбора духовной ци, обычные вроде духовного колодца ей и в подметке не годятся, медленно объяснила Янь Яньер. Взгляд Хань Ли еще какое-то время задержался на зеленой деревянной коробке, но на нее был наложен желтый ограничительный талисман, поэтому он не смог проверить содержимое. Внезапно он открыл рот и осторожно выдохнул вспышку лазурного света в сторону деревянной коробки. Вспышка лазурного света мгновенно пронеслась по поверхности коробки, в результате чего ограничительный талисман отсоединился сам по себе. В то же время он взмахнул рукой, указывая пальцем прямо на крышку коробки. Деревянная крышка отлетела сама по себе. Глава 1199. Зловещая уловка. Легкий аромат травы и дерева мгновенно донесся до Хань Ли. Внутренняя часть деревянной коробки была наполнена мерцающим зеленым светом, а в самой коробке лежал зеленый шарик размером с большой палец. Хань Ли направил свое духовное чутье к нему, обнаружив, что бусина была сделана не из камня, не из дерева, и он не мог определить, что это был материал. Как только бусина соприкоснулась с окружающим пространством, воздух наполнился плотной духовной ци древесного элемента. Глубоко вздохнув, Хань Ли почувствовал, словно он полностью восстановился. Хань Ли взял бусинку между пальцами и какое время смотрел на нее, а затем повернулся к Янь Яньер со спокойным выражением на лице. Это действительно бусина сбора духовной ци. Некоторые из этих бусинок появились в древние времена, и неизвестно, были ли эти сокровища образованы природой или созданы искусственно.
Прошло много времени с тех пор, как одна из них появилась в мире культивации, но я и представить себе не мог, что одна из них будет в вашей секте. Фея Янь, неужели ваша секта духовного призрака действительно готова отдать мне такое ценное сокровище? Если культиватор с искусством культивации древесного элемента будет использовать эту бусину во время своей культивации, скорость его культивации увеличится вдвое. Эта бусина действительно является чрезвычайно редким сокровищем в человеческом мире, но наша секта все же важнее для нас. Более того, я уверена, ты уже знаешь, брат Хань, что в нашей секте духовного призрака нет культиваторов с древесным элементом, так что это сокровище не очень полезно для нашей секты. Поэтому для нас гораздо мудрее предложить его в обмен на шанс на выживание, серьезным тоном ответила Янь Яньер. Эта бусина сбора духовной ци действительно очень полезна для меня. Однако, если вы хотите, чтобы я вмешался и защитил вашу секту, секта духовного призрака тоже должна будет сделать для меня кое-что еще. В противном случае Хань Ли покачал головой и резко замолчал. Мужчина в желтом поспешно спросил с горящими глазами: «Что это?» «Если это в пределах возможностей нашей секты, мы обязательно сделаем все возможное». Хань Ли повернулся к человеку в желтой одежде и уточнил: «Меня не волнует никто из семьи Ван, но я не хочу больше видеть Ван Чана. Я не хочу вмешиваться, чтобы спасти своего врага. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Выражение лица старейшины Джуна изменилось от услышанного, а Янь Яньер побледнела. Человек в желтой одежде тоже замолчал, но, похоже, его это не очень удивило. «Я понимаю, что ты имеешь в виду, брат Хань. Это ведь не проблема, да, старший боевой брат Чжун?» Человек в желтой одежде повернулся к пожилому человеку. На лице пожилого человека появилось противоречивое выражение, и он лишь слегка вздохнул после краткого периода созерцания и ответил: «Если брат Хань настаивает, то я уверен, что боевой племянник Ван Чан захочет отдать его все ради блага его секты». Поскольку у старшего боевого брата Чжуна возражений нет, я выражаю согласие на эту просьбу от имени секты. Человек в желтой одежде кивнул, не задумываясь. На протяжении всего этого процесса он не спрашивал мнения Янь Яньер и даже не взглянул на нее. Лицо Янь Яньер все еще было бледным, но она не высказала никаких возражений. «Хорошо, я приму ваши подарки и напишу несколько писем лично в секту контроля над призраками и другие секты», — Хань Ли кивнул в ответ. Человек в желтой одежде пришел в восторг от услышанного. Трое из секты духовного призрака успешно достигли цели своего путешествия, поэтому они больше не хотели оставаться в секте дрейфующих облаков, попрощавшись с Хань Ли, поднялись на ноги. Хань Ли не пытался их удержать и просто смотрел, как они уходят. Янь Яньер была последней, кто вышел из зала, и внезапно затормозила на выходе. Она повернулась и взглянула на Хань Ли со сложным выражением лица и открыла рот, но ничего не сказала. Смиренный вздох сорвался с ее губ, и она снова отвернулась и в итоге покинула зал. Хань Ли слегка изменился в лице при виде этого, но он тоже промолчал, направив взгляд на 3 сокровища на столе. Покинув секту дрейфующих облаков, трое культиваторов секты духовного призрака сразу же поднялись в воздух в виде полосок света. Как только они ушли с гор мечтательных облаков, старейшина Джун слегка вздохнул и повернулся к человеку в желтом, спрашивая: «Младший боевой брат Янь, нам действительно нужно убить боевого племянника Вана?» «Старший боевой брат Чжун, я тоже не хочу этого делать, но Хань Ли специально попросил о его смерти, поэтому мы не можем позволить себе игнорировать его просьбу. Кроме того, он не просит нас уничтожить всю семью Ван, и у старшего боевого брата Вана больше одного сына, поэтому семья Ван не исчезнет. Это уже очень снисходительное условие. В конце концов, семья Ван сильно обидела его в прошлом, и я слышал, что Ван Чан чуть не убил его, когда он еще не достиг стадии зарождающейся души. В этом случае неудивительно, что он просит убить Ван Чана. По моему мнению, мы также должны изгнать всех учеников семьи Ван из секты в качестве жеста, демонстрирующего нашу искренность. Даже если Хань Ли обещал нам помощь, будет катастрофа, если он передумает, ответил человек в желтой одежде. Услышав это, на лице пожилого мужчины появилось нерешительное выражение. Человек в желтой одежде повернулся к Янь Яньер, которая все это время молчала, и сказал: «Извиняюсь, Яньер, извини, что это должно произойти, но я уверен, что ты должна была догадываться об этом, потому что ты была помолвлена с Ван Чаном. К счастью, ты достигла стадии зарождающейся души, в то время как Ван Чан не смог этого сделать, так что он все равно не заслуживает тебя. Кроме того, семья Ван внезапно напала на нашу семью Янь, и на всех высокоранговых культиваторов из нашей семьи, включая тебя, были наложены ограничения. Мне повезло, потому что я тогда культивировал в секретной области, но это не меняет тот факт, что семья Ван предала наше доверие. Взглянув на это под таким углом, тебе не нужно обращать внимание на то, будет жить Ван Чан или умирает. Я все это понимаю, дядя, но он все еще мой компаньон, да. Как я мог заставить себя выразить одобрение этой договоренности?
Я ухожу в уединение на 100 лет после того, как мы вернемся в секту. Не нужно сообщать мне о том, что станет с Ван Чаном и семьей Ван за это время, равнодушно сказала Янь Яньер, ускорившись в воздухе, оставив позади человека в желтой одежде и старика. Человек в желтой одежде смиренно вздохнул при виде этого, старик молчал. Через некоторое время старейшина Чжун, наконец, признал, и если эта договоренность принесет пользу нашей секте, тогда я позволю тебе поступить как угодно с семьей Ван, младший боевой брат Янь. Будь уверен, старший боевой брат Чжун, я обязательно справлюсь с ситуацией надлежащим образом. Человек в желтой одежде был в восторге. Пожилой мужчина просто покачал головой, не давая ответа, и он, казалось, был в подавленном настроении. Человек в желтой одежде не обратил на это никакого внимания. Он знал, что старейшина Чжун знал Ван Чана и его отца гораздо дольше, чем он, поэтому для него было естественным реагировать таким образом. После его первоначального волнения на лице человека в желтой одежде появилось задумчивое выражение, и он пробормотал: «Я все еще думаю, что очень жаль, что мы подарили ему бусину сбора духовной ци». В ответ старейшина Чжун холодно рассмеялся и сказал что-то, что стало неожиданностью для человека в желтой одежде. «Ты действительно думаешь, что бусина сбора духовной ци — это то, что принадлежало нашей секте?» На лице человека в желтой одежде появилось изумленное выражение, и он спросил: «Что ты имеешь в виду, старший боевой брат Чжун? Разве не ты лично достал это сокровище из хранилища сокровищ нашей секты?» «Хе-хе, я не уверен, что изначально это сокровище принадлежало нашей секте, но я могу сказать, что его дал мне старый дьявольский конкорд», усмехнулся старейшина Чжун. Старый дьявольский конкорд. Человек в желтой одежде был еще больше сбит с толку, услышав это. «Верно. Не так давно ко мне неожиданно пришел старый дьявольский конкорд и подарил мне эту бусину, говоря, что наша секта когда-то одолжила ее секте гармоничной связи. Он также намекал мне, что великий старейшина Хань из секты дрейфующих облаков единственный, кто может спасти нашу секту, и что это был бы лучший подарок, который мы могли бы предложить ему. Тебе ты веришь в это, младший боевой брат Хань?» — спросил пожилой мужчина со осмысленным взглядом. Выражение лица человека в желтой одежде немедленно изменилось, и он сказал: «Даже если эта бусина действительно принадлежала нашей секте, с чего старый дьявольский конкорд так расщедрился, что решил вернуться ее нам? Неужели с этой бусиной сбора духовной ци что-то не так? С бусиной все в порядке. Я много раз проверял ее, и она в любом случае полностью идентична легендарной бусине древесного духа. В самой бусинке тоже нет ничего плохого. В противном случае я бы не прислушался к его совету и не стал предлагать ее Ханьле», старик серьезно покачал головой. Но ни в коем случае старый дьявольский конкорд не стал бы делать что-то подобное без каких-либо скрытых мотивов. «Старший боевой брат Чжун, тебе следовало бы сначала обсудить этот вопрос со мной. Если что-то пойдет не так, вся наша секта будет обречена». Человек в желтой одежде растерялся. А как еще мы должны были заручиться поддержкой культиватора номер 1 в небесном южном регионе? И разве предварительное обсуждение этого вопроса с тобой принесло бы нам пользу? Что еще мы могли сделать, чтобы спасти нашу секту? Если бы существовал другой путь, нам не пришлось бы посещать секту дрейфующих облаков и так унижаться, холодно возмутился старейшина Чжун. Услышав это, мужчина в желтом оставался нахмурившимся, но не мог ответить. После длительного периода молчания человек в желтой мантии мог только предложить слова утешения самому себе. В любом случае, мы уже отдали ему бусину, поэтому уже слишком поздно что-либо делать. Пока с самой бусиной все в порядке, у нас все будет хорошо, даже если что-то случится. Ты, безусловно, прав в этом, младший боевой брат Янь. Бусина сбора духовной ци была великим сокровищем даже в древние времена. Через столько лет, даже если что-то случится, мы можем легко возложить вину на кого-то другого. Кроме того, даже культиватор номер 1 в небесном южном регионе определил, что бусина является подлинной, поэтому любые будущие неудачи не будут иметь с нами ничего общего, холодно усмехнулся старейшина Чжун. Человек в желтой одежде некоторое время обдумывал ситуацию, а затем смиренно вздохнул со словами: «Мы можем только надеяться, что это так. Однако, чтобы быть в безопасности, я предлагаю закрыть нашу секту на 100 лет сразу после нашего переезда. Это хорошая идея, младший боевой брат Янь». «Так и сделаем», старейшина Чжун кивнул в знак согласия. После этого двое старейшины секты Духовного Призрака не были заинтересованы в обсуждении чего-либо еще, и они сразу же ускорились вслед за Янь Яньер. Между тем, в запретной зоне в секте гармоничной связи на массивном камне глубоко в небесном Яньском пруду сидела человекоподобная фигура. Вся территория была окутана густым серым туманом, и человекоподобная фигура пробормотала про себя: «Пора доставить сокровище этому брату Ханю».
С этой бусиной древесного духа скорость твоей культивации значительно возрастет, но когда ты достигнешь узкого места в стадии божественной трансформации, хе-хе, внезапно изо рта человекоподобной фигуры вырвался жуткий смех. Глава 1200. Бусина древесного перерождения. Хань Ли сидел в гостевом павильоне и какое-то время возился с бусиной древесного духа. Как раз когда он собирался убрать ее вместе с двумя другими сокровищами, раздался голос маленького ребенка. «Господин даосист Хань, ты действительно планируешь сохранить эту бусину?» Хань Ли слегка замялся и спросил, нахмурившись, «Почему ты спрашиваешь? С этой бусиной сбора духовной ци что-то не так». «Хе-хе, нет ничего плохого в самой бусинке, но разве ты не знаешь, что бусины сбора духовной ци являются порочными сокровищами? Если ты используешь эту бусину для культивации, твоя культивация и магическая сила действительно будут прогрессировать с феноменальной скоростью, но однажды ты достигнешь узкого места и поймешь, в чем заключается недостаток этого сокровища. Высокоранговым культиваторам, которые используют эту бусину для культивации, намного сложнее пробиваться через узкие места, чем другим культиваторам. Это происходит потому, что уровень поглощения духовной ци притупляет твою чувствительность к другим типам духовной ци. Для культиваторов ниже стадии зарождающейся души эти эффекты не очевидны. Однако для такого культиватора, как ты, который должен ощущать все типы мирской первородной ци, чтобы совершить прорыв, эта бусина доставляет больше хлопот, чем пользы. Таким образом, бусина сбора духовной ци действительно очень полезное сокровище, но в мире духов она дается только низкоранговым культиваторам с весьма посредственными способностями. Ни один высокоранговый культиватор никогда не стал бы использовать нечто подобное, объяснил маленький ребенок подробно. Вот как? Ты хочешь сказать, что это сокровище совершенно бесполезно для меня? Это не совсем так. Если ты сможете найти несколько редких материалов древесного элемента, ты сможешь превратить эту бусину в другое сокровище, известное как бусина древесного перерождения. Эта бусина не сможет ускорить твою культивацию, но после того, как ты полностью ее усовершенствуешь, ты сможешь достичь способности бессмертного тела. Даже если ты сможешь использовать эту способность всего один раз, это спасет твою жизнь в опасной ситуации, ответил маленький ребенок, бессмертное тело. Удивился Хань Ли. Он давно мечтал о такой способности. Однако он встречался с этой способностью, только делал эту способность только у чрезвычайно могущественных демонов, высших демонов и дьявольских трупов, подвергшихся девалификации. Он никогда не слышал о человеческом культиваторе, который смог бы достичь этой способности. Это верно. Каждая бусина древесного перерождения позволит тебе использовать способность бессмертного тела один раз. После активации способности, даже если ты будешь обезглавлен или все твое тело будет разрезано пополам, ты сможете полностью выздороветь, со смехом ответил маленький ребенок. Правда. Но если я могу использовать его только один раз, разве это не делает его одноразовым сокровищем? Хань Ли был довольно искушен этим сокровищем, но все еще скептически относился к этому. Одной возможности раскрыть способность бессмертного тела будет достаточно, чтобы спасти твою жизнь при некоторых обстоятельствах. Почему ты по-прежнему выглядишь такими недовольными? В любом случае, еще неизвестно, удастся ли тебе найти другие древесные ингредиенты и хотя бы раз усовершенствовать это сокровище, недовольно усмехнулся ребенок. Какие еще материалы мне нужны? У меня довольно большая коллекция материалов с древесным элементом, с невозмутимой улыбкой ответил Хань Ли. Я дам тебе список необходимых материалов, но если ты хочешь, чтобы я рассказал тебе технику усовершенствования, тебе придется дать мне кое-что взамен, прямо сказал маленький ребенок. Конечно. Не стесняйся и скажи мне, что тебе нужно, господин даосист бесконечный небесный зверь. Тот факт, что маленький ребенок предъявлял требования, стал для Хань Ли большим облегчением. Если бы бесконечный небесный зверь был готов рассказать ему технику усовершенствования безвозмездно, он бы чувствовал себя довольно неловко. В конце концов, даже несмотря на то, что после молниеносной скорби оба они прониклись определенным уровнем духа товарищества, им было довольно трудно называть друг друга друзьями. Таким образом, Хань Ли оставался довольно осторожным в отношении бесконечного небесного зверя. Он не был настолько наивен, чтобы думать, что они были лучшими друзьями после нескольких взаимовыгодных сделок и обменов. Бесконечный небесный зверь помогала ему в основном потому, что он был владельцем небесного котла, а демонический зверь не мог сбежать из котла, поэтому у него не было выбора, кроме как прислуживать Хань Ли в определенной степени. Несмотря на то, что я успешно достиг стадии метаморфозы, мне все еще требуются лекарства для укрепления моей культивации. Я уверен, что ты сможешь с легкостью обеспечить меня этими лекарствами, брат Хань, предложил маленький ребенок. Нет проблем. Дай мне список того, что тебе нужно, вместе с техникой усовершенствования, без колебаний ответил Хань Ли.
Хорошо, когда ты вернешься в свою резиденцию, я дам тебе список необходимых материалов, технику усовершенствования и список лекарств, которые мне необходимы. Ребенок был очень доволен прямым ответом Ханли. Ханли улыбнулся, услышав это, и убрал бусину древесного духа обратно в деревянную коробку, а затем взмахом руки убрал все 3 сокровища в сумку для хранения. Внезапно холодный свет мелькнул в глазах Ханли, и он спросил: «Господин Даосист Хань, как ты думаешь, культиватора секты духовного призрака о врожденном недостатке бусины сбора духовной ци?» Трудно сказать. Судя по тому, что они сказали, эта бусина была давно заброшена древними культиваторами, и информация о ее врожденном недостатке, по-видимому, не дошла до наших дней. Если культиватором с искусством культивации с использованием древесного элемента раньше использовалась эта бусина, тогда он определенно смог бы выявить его недостатки. В противном случае нет способа обнаружить что-либо неправильное только по самой бусине. Думаешь, что эти трое пытаются помешать тебе достичь стадии божественной трансформации? Спросил ребенок. Ханли погладил себя по подбородку и сказал: изначально я так и подумал, но потом я понял, что у секты духовного призрака нет повода сделать такое. В конце концов, даже если я не смогу достичь стадии божественной трансформации, я уже культиватор на поздней стадии зарождающейся души, и я все еще буду культиватором номер 1 в небесном южном регионе. Неужели они не боятся, что я обнаружу изъян в бусине и уничтожу всю секту духовного призрака в порыве ярости? В этой истории должно быть что-то большее, чем кажется на первый взгляд. Об этом стоит подумать. Вдохновитель всего этого, тот, кто пытается использовать секту духовного призрака против меня, скорее всего, культиватор небесного южного региона. Но зачем секте духовного призрака помогать ему, чтобы я не достиг стадии божественной трансформации? Даже если я не достигну этого уровня, в небесном южном регион все равно не будет мне равного. Единственным недостатком этого является то, что я не смогу продлить свою жизнь и умру по достижении 1000 лет. Таким образом, период времени, в течение которого наша секта дрейфующих облаков сможет доминировать над другими сектами небесного южного региона, будет значительно сокращен. Тем не менее, для обычных сект не имеет значения, какая секта господствует в небесном южном регионе. Есть только горстка сект, которые могут бороться за эту позицию, и это, скорее всего, это кто-то из секты блуждающего разума, секты гармоничной связи или секты высшего процветания. В качестве альтернативы, все эти 3 секты могли объединиться в заговоре. Маленький ребенок был совершенно ошеломлен аналитическим мастерством Ханли, и только спустя долгое время на его лице появилась кривая улыбка, и он сказал: «Теперь, после твоих слов, все стало намного яснее». Очевидно, за всем этим стоят 3 других великих культиваторов на поздней стадии зарождающейся души. Ханли поднялся на ноги и прошел по коридору. Затем он посмотрел на потолок, и с холодной улыбкой на лице он сказал: «Возможно». В любом случае, это всего лишь догадки. Кто знает, что на самом деле может происходить за кулисами. В любом случае, я не уверен, что я прав. Ты легко можешь узнать, правда это или нет. Просто поймай одного из этих 3 культиваторов, а затем используйте на нем технику поиска души, предложил маленький ребенок, слегка усмехнувшись. Яркий свет вспыхнул в глазах Хань, но он покачал головой после минуты созерцания, сказав: было бы действительно просто поймать одного из них, но это не относится к делу. Даже если бы я решился сделать это, было бы неуместно атаковать любую из этих 3 сект без каких-либо конкретных доказательств. В противном случае я стану всеобщим врагом. Все остальные культиваторы боятся и почитают меня как культиватора номер 1 в небесном южном регионе, но если я буду злоупотреблять этим званием, то больше людей станут бояться меня. Возможно, кто-то воспользуется этой возможностью, чтобы настроить против меня весь небесный южный регион. Независимо от того, насколько я силен, я не способен противостоять всему миру культивации небесного южного региона, и ранее уже было нечто подобное. Ты слишком труслив, брат Хань. Если кто-то пытался устроить заговор против меня в мире духов, хе-хе, в конце концов, все это зависит от тебя. Пока ты можешь держать себя в безопасности, я не буду пытаться влиять на твои решения, ленивым голосом сказал маленький ребенок. Не волнуйся, теперь, когда я знаю, что есть люди, готовящие заговор против меня, будь уверен, я стану еще осторожнее. Что касается этого инцидента, я сделаю вид, что пока не замечаю этого. Если за этим действительно кто-то стоит, то я смогу обыграть их в их же игре, но если они попробуют что-то еще, я уверен, что смогу поймать их в следующий раз. Как только я найду какие-то конкретные доказательства и узнаю, кто за этим стоит, им придет конец. Выражение лица Хань Ли оставалось довольно спокойным, но в его голосе звучала ледяная угроза. Маленький ребенок просто усмехнулся, ничего не сказав на этот раз. Хань Ли еще некоторое время оставался в зале, а затем, наконец, покинуть гостевой павильон. Затем он перевел взгляд на другой соседний павильон, и его брови слегка нахмурились. Он понимал, зачем могла прийти Хань Юньжи, но какое отношение к нему имеет Дун Суаньер?
Он не был в хороших отношениях с последней из этих двух женщин. Дун Сюаньер была очень красива, но она оставила у него довольно негативное впечатление. Тем не менее, было еще кое-что, чем Хань Ли был смущен. Однажды он услышал от ученицы секты гармоничной связи, что после того, как Дун Сюаньер достиг стадии формирования ядра, она направила людей на поиски его в течение некоторого времени. Почему это было? Хань Ли нерешительно посмотрел на павильон, но все же решил в конце концов пробраться к нему. Войдя в павильон, его встретили две прекрасные женщины, одна из которых стояла, а другая сидела в кресле, и оба они были совершенно молчаливы. Та, что в кресле, была женщиной в желтом халате с набором нежных черт, благодаря которым она выглядела очень теплой и деликатной. Та, кто стояла, была чрезвычайно соблазнительной женщиной в белом халате, производившая впечатление хрупкой уязвимости, вызывавшая у зрителя стремление защитить ее, тем самым еще больше способствуя ее привлекательности. Прибытие Хань Ли сразу привлекло внимание двух женщин. «Я очень удивлен, что вы двое пришли навестить меня, дамы. Мы все старые знакомые, и встреча с вами вызывает у меня много прошлых воспоминаний». Хань Ли подошел к двум женщинам с легкой улыбкой на лице. Намек на восторг появился в глазах женщины в желтой одежде при виде Хань Ли. Она поспешно поднялась на ноги, но, похоже, не знала, что делать, и сказала невпопад: «Брат Хань». «Нет. Старший Хань, надеюсь, мой визит не доставит вам хлопот».